В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня говорим о том, что могло заставить канцлера Германии выступить за мирные переговоры по Украине. С нами на связи политолог Иван Аркатов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Олаф Шольц провозгласил, что с некоторых пор выступает за прямые переговоры между Россией и Украиной. И, как пишет итальянская «Ла Република», ФРГ уже работают над своим мирным планом. Что случилось? Почему поменял мнение канцлер? На мой взгляд, в первую очередь повлияли недавно прошедшие выборы в двух землях, двух, по-нашему, регионах, которые показали, скажем так, мягко говоря, плачевные результаты партии Шольца и как раз показали отличные результаты, которых, наверное, мало кто ожидал, в том числе среди однопартийцев Шольца, Зеленых и всех остальных, скажем так, неадекватных политических сил Германии, за которые еще недавно немцы голосовали, и показали отличные результаты представители партии «Альтернатива для Германии», по-нашему ДГ, по-немецки АФД, и, соответственно, одной из их как раз позиций было это скорейшее прекращение участия Германии в конфликте на Украине, прямое или косвенное, скорее всего, и прямое, и косвенное, и скорейшее начало переговоров. И я уверен, что как раз население Германии не то что видит, а чувствует на своем кошельке, в прямом смысле видит в своих холодильниках то, как сказывается участие Германии во всех авантюрах, которые организовали Соединенные Штаты Америки, и поэтому Шольцу приходится перенимать эту риторику, которая велась его внутриполитическими конкурентами, чтобы уже, скажем так, на днях еще в одной земле провинции будет выборы. И наверное, уже в рамках подготовки к этим выборам региональным, было заявление, чтобы также опробировать то, что предстоит уже общие германские выборы в среднесрочной перспективе. Своеобразный Минск-3 от Германии включает гипотезу о передаче Москве части украинских территорий. О каких территориях может идти речь? На мой взгляд, это как минимум те территории, которые сейчас по нашей Конституции относятся к территории Российской Федерации. А так, о чем там немцы думают в этом плане, нас вообще волновать не должно. Потому что мнение немцев уже никто не учитывает, и пускай они сидят на осколках этой газовой трубы и не знаю, что там делают, собирают Volkswagen свои, или собирают заводы, которые сейчас закрываются при помощи рычага и лопаты какой-нибудь. Потому что по факту немцы стали такими, как-то, скажем так, повежливее сказать, будучи самой сильной экономикой Европы, за счет того, что то, что американцы грамотно поставили нужного, как украинцы не просто так назвали, ливерной колбасой, Шольца, который просто по факту превратил Германию в, мне кажется, самую быстро падающую экономику Европы. Что заводы закрываются, энергоресурсы дорогие, и тут их мнение особо учить не будут. Попытки есть у них рассуждать по поводу каких-то условий, но я уверен, что и то это сделано с такого легкого позволения демократической партии, администрации нынешней Вашингтона, для того, чтобы просто успеть подправить внутриполитическую ситуацию, чтобы их ставленник не ушел, его не ушли, и не пришли уже, скажем так, более адекватные немцы, которые в первую очередь, конечно, выступают за развитие Германии, а не ее упадок. Ранее Шольц снабжал ВСУ и выступал за санкции против России. Этот путь привел Германию к многомиллиардным тратам, уменьшению благосостояния жителей, как вы сказали, снижению уровня жизни. Не это ли подвигло канцлера вспомнить о своих согражданах? Или он озаботился своим политическим будущим? Все-таки. Я думаю, все-таки это он озаботился своим политическим будущим, потому что если бы он реально думал о
благосостоянии Германии, благосостоянии там, каждого немца, то, наверное, там, я не знаю, там, что у него в голове на самом деле, но, скорее всего, после каких-то первых месяцев или после подрыва Северного потока, ну, с учетом там всех реалий, что понятно, что этот, скажем так, не товарищ нам сидит на жестком таком крючке американцев, и что он полностью пляшет под их дудку, ну, скорее всего, ну, можно было устроить там какие-то политические манипуляции, какие-то истории создать, ну, чтобы для оправдания для американцев, ну, знаете, у меня такая вот сложная ситуация, не могу больше делать. То есть, ну, вариантов на самом деле довольно-таки много, когда есть желание, когда есть голова на плечах. Но Шольцу важнее его политическое будущее и даже, скорее всего, не Шольцу, а его заокеанским хозяевам. Именно поэтому он сейчас начинает такую аккуратную риторику, что вот да, нужен мир, и Германия будет прикладывать к этому усилия, но в то же время да, продолжает представлять вооружение, те же самые мероприятия тому, по совместные мероприятия с Украиной в рамках военного сотрудничества происходят на том же самом Рамштайне. Понятно, что там, конечно, опять-таки рулят американцы, но все-таки. Я думаю, тут он в первую очередь озабочен, конечно, своим политическим будущим, потому что видит, как его рейтинги очень оперативно летят вниз. Говоря о мирном плане, Шольц подчеркивает, что провел доверительный разговор с Владимиром Зеленским. Это, по-моему, было в том же Рамштайне. С последним у германского политика, как он говорит, хорошие отношения. Но многие немецкие политики считают, что Шольц хочет выставить себя канцлером мира, однако ухудшает ситуацию для Украины и тем самым ослабляет европейскую и немецкую безопасность. Это так? Ну, тут, ну, на мой взгляд, да, наверное, сейчас появилось у него якобы какое-то желание стать канцлером мира, там, но таких представителей, которые хотят седлать вот эту повестку мирных переговоров, достаточно много, и я думаю, тут все-таки шансов у того же самого Орбана намного больше, чем у Шольца, потому что как минимум у нас доверия к немцам уж точно нет. После Минска-1, Минска-2, когда та же самая Меркель призналась, что ну, мы это все делали ради того, чтобы укрепить ВСУ, укрепить армию Украины. И тут, я думаю, именно в первую очередь работа идет на внутриполитическую арену. То, что он там сказал, что у него хорошие отношения с Зеленским, ну, я думаю, он это говорит со всеми, вплоть до того, что я думаю, он скажет, что у него и с Владимиром Путиным сохранились еще нормальные какие-то отношения. Ну, это политический ход, потому что это политика. Я думаю, что отношения у них все равно не такие теплые, потому что если бы они были хорошие и добрые, то, скорее всего, немцы по первому бы требованию или просьбе, скажем так, Зеленского поставили те же самые ракеты «Таурус», но Шольц пока упирается, потому что понимает, что это будет еще более тяжелая история для него, в первую очередь, в внутриполитическом плане. Я думаю, тут как раз вот Шольц старается все это делать, чтобы спасти свою политическую лысину. Шольц начал воображать из себя миротворца именно после встречи с Зеленским на военной базе в Рамштайне. Там Киев надеялся получить разрешение стрелять дальнобойным оружием вглубь России. Могла ли эта перспектива напугать канцлера? Ну, вполне возможно, после переговоров Шольцу стал... Я не знаю, о чем они разговаривали. Возможно, они просто посидели, там, не знаю, кофе попили или шнапса, или что там они употребляют. Там у каждого, наверное, свои развлечения, в том числе и у Зеленского. Но, ну, я думаю, что были подведены какие-то итоги вот этой курской авантюры вот этих ВСУшников. И, соответственно, Зеленский опять начал ныть, упрашивать, не знаю, там, с чем на глазах и под носом о том, что, ну, вот, знаете, вы дадите нам дальнобойные ракеты, и все тогда у нас получится. И вот эту сказку мы уже слышали миллион раз за время вот этого конфликта. И я думаю, что, возможно, Шольцу стало понятно, что э, реальных успехов, что бы там ни давая Зеленскому, им уже не добиться. И прикинул, опять-таки, свои внутриполитические перспективы и решил аккуратно начинать эту риторику. И то, я думаю, в первую очередь, это все-таки, я уже да, там, в очередной раз повторюсь,
вот эта риторика по поводу мира и переговоров стала очевидной для Шольца после проведения вот этих э, местных выборов в Германии. В России считают, что Шольц — это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Это так? Ну, это вполне возможно. И вот я не удивлюсь, что как раз те же самые американцы могли предложить Шольцу: смотри, там у тебя проблемы внутри страны есть политические, и твои рейтинги летят ниже плинтуса. Вот давай мы тебе тут поможем, заодно ты прощупаешь почву, вообще на что готовы русские, и готовы ли они к переговорам, хотя наша страна постоянно заявляет, там, да, в лице президента, в лице главы МИД, что мы готовы на переговоры. Ну, вот сейчас только в краткосрочном, ну, на данный момент, да, это опять-таки было озвучено тем же самым Шойгу, секретарем Совета Безопасности, что пока мы ВСУ не выбьем и всех наемников международных с территории Курской области, о каких-либо переговорах вообще речи быть не может. И я уверен, что никаких переговоров не будет, пока все-таки не будет создан так или иначе более-менее адекватно зона безопасности. Да? Поэтому тут Шольц довольно-таки быстро получил свой ответ на свой запрос, да, и, возможно, американцы получили ответ на то, как на действия своей марионеточки. Спасибо, Иван. С нами на связи был политолог Иван Аркатов. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.